Здравствуйте, друзья! Снова это канал MBS Electronics и я Олег. Итак, мы сегодня заканчиваем писать приложение под Windows на C#, переносить нашу программу из среды Delphi в C#. Напомню, что вместо тяжеловесной Visual Studio мы используем совершенно маленькую программку Sharp Develop, дистрибутив, который занимает всего лишь 13 мегабайт. Эта программа, к сожалению, давно перестала поддерживаться. Последняя, 5-я версия, на которой мы сегодня работаем, была выпущена в 2016 году, но тем не менее она до сих пор работает, имеет право на жизнь, и для вот таких небольших программ, небольших приложений для управления железками, которые мы делаем, например, на Arduino, эта программа вполне подходит. Если вы не хотите задействовать на своем ноутбуке или десктопе десяток гигабайт под Visual Studio для периодического использования вот такого, то вполне можете использовать Sharp Develop, по крайней мере, для знакомства с C#. А Visual Studio Community Edition вы всегда можете поставить впоследствии. Все ваши проекты, которые вы создали в Sharp Develop, должны спокойно открываться в Visual Studio, хотя стопроцентной гарантии нет. Если вы случайно открыли это видео на YouTube, то для того, чтобы понимать, о чем идет речь, советую посмотреть предыдущие две части, а также ролик про создание этого генератора на Arduino. Все ссылки будут в описании. Итак, продолжаем создавать нашу программу. Точнее сказать, я уже дописал ее в офлайне, и сейчас я просто расскажу вам, что я добавил, какие обработчики каких событий, и посмотрим, как это все будет работать. Прежде всего, я добавил обработчики на клики вот по этим органам управления. Это радиокнопки, они переключают диапазоны частот нашего генератора. Чтобы не регулировать непосредственно от 1 Гц до 8 МГц, это будет слишком грубая регулировка. Я разбил весь диапазон частот генератора на несколько поддиапазонов, вот на эти. И радиокнопками можно будет их изменять. Первый диапазон от 1 Гц до 100 Гц, соответственно, дискретность изменения вот этим трек-баром у нас будет 1 Гц, точность установки частоты. Второй диапазон от 1 Гц до 1 кГц. Третий диапазон от 10 Гц до 10 кГц, следующий диапазон от 1 кГц до 100 кГц, потом от 10 кГц до 1 МГц и последний диапазон от 100 кГц до 8 МГц. И, конечно, второй метод установки через вот этот редактор путем ввода числа с клавиатуры и нажатия кнопки ОК тоже никуда не пропадает, все у нас работает одновременно. Для того, чтобы назначить на радиокнопку обработчик события, просто выделяем вот эту самую первую радиокнопку. Давайте посмотрим на ее свойства вот здесь справа. Ищем ее свойство name, то есть имя, вот оно, она называется у нас RB1. Соответственно, вторая радиокнопка называется у нас RB2. Это RB3, RB4, RB5 и RB6. Чтобы создать обработчик события для радиокнопки RB1, идем вот сюда в события, ищем событие клик и дважды кликаем на это событие. Видим, что обработчик события у меня уже создан для этой кнопки. Вот он здесь. Вот эта длинная функция, это обработчик события клика по кнопке RB1. Дело в том, что я написал всего один обработчик для всех 6 кнопок. Так можно делать и в Delphi, и в C#. Delphi и C# очень похожие друг на друга языки, потому что у них общий автор. Об этом я говорил в предыдущем ролике. Сначала нам нужно создать обработчик для кнопки RB1. Понятно, что к первой радиокнопке у нас событие подключено автоматически, потому что мы его создали по двойному щелчку вот здесь на событии на самом. А остальным радиокнопкам нам нужно просто назначить это же самое событие. Выделяем следующую радиокнопку. Идем вот сюда опять в клик, в события.
Вот здесь есть такая пимпочка, выпадающий список. Нажимаем на эту пимпочку и видим все события, которые у нас есть в программе. Выбираем наш RB1 клик и повторяем это для всех оставшихся радиокнопок. Всем одно и то же событие RB1 клик. Однако это не всегда можно применить, все зависит от логики работы вашей программы. Здесь у нас логика работы этих радиокнопок как раз и подразумевает использование одного события на все эти кнопки. В принципе, можно было бы назначить события каждой кнопки отдельно, и все бы работало точно так же. По щелчку на одну из этих 6 радиокнопок мы попадаем вот сюда, в обработчик, и здесь дальше в этих условиях я проверяю, какая из радиокнопок у нас выбрана. По умолчанию у нас выбрана радиокнопка 1, RB1. Если мы будем кликать по другой радиокнопке, ну естественно в запущенной программе, то та радиокнопка, на которую мы кликнули, становится выбранной. А за то, что радиокнопка выбрана, вот как это, у нее отвечает свойство checked. Вот оно, это свойство здесь в редакторе свойств. Можно его поставить в else, и видите, я снял выделение с этой радиокнопки. По умолчанию первая радиокнопка у нас должна быть включена по логике работы программ. Дальше уже пользователь сам будет выбирать какие-то другие, если ему это нужно. Вот в этой строке мы проверяем, отмечена ли первая радиокнопка. If, открываем скобку, RB1 checked. В принципе, можно было бы написать вот так, равно true. Но можно этого не писать. Равнозначно вот такой надписи. Мы проверяем состояние радиокнопки, а по логике работы у нас может быть выбрана только одна радиокнопка. Это происходит автоматически, потому что у нас все 6 радиокнопок, они у нас находятся на компоненте GroupBox. Это такое поле, куда можно поместить другие компоненты, где они группируются. Я все радиокнопки поместил на этот компонент, поэтому они взаимодействуют там внутри программы без моего участия, не надо писать для этого кода. C# автоматически следит, чтобы в любой момент времени была бы выбрана только одна радиокнопка. Поэтому мы здесь проверяем, если у нас отмечена первая радиокнопка выбрана, то совершаем некоторые действия. У нас есть поле fstep, то есть переменная fstep. Я названия пишу так же, как они у меня были прописаны в Delphi, потому что я переношу программу из Delphi. Вот здесь в начале описания класса нашей формы я добавил эту переменную fstep, присвоил ей значение 1, и так как она добавлена вот в этом месте, мы имеем к ней доступ из любой функции в нашей программе. То есть она в какой-то мере является глобальной, хотя не совсем. И изменяем параметры нашего вот этого трек-бара, нашей полоски прокрутки. Мы изменяем его минимальное значение и, соответственно, максимальное значение. Если выбрана первая кнопка, первый диапазон, мы устанавливаем минимум трек-бара равным единице, а максимум трек-бара устанавливаем равным 100. У трек-бара есть еще такое свойство, которое называется tick frequency. Это вот видите здесь такие маленькие черточки, вот они, где наш движок будет останавливаться, как бы привязочка, шаг, с которым мы будем изменять нашу частоту. Весь диапазон перемещения этого движка разбит на 100 делений, на 100 вот таких черточек. Каждое деление у нас равно 1 Гц, и мы можем изменять частоту с шагом 1 Гц. Вот в этой строке мы устанавливаем свойство value нашего трек-бара в значение 100, то есть на максимум. Я ему присваиваю вот здесь значение максимум, которое у нас равно 100. Вот в этой строке мы установили максимум 100. И соответственно я устанавливаю здесь максимум. И это я делаю для всех радиокнопок, для всех диапазонов. При выборе диапазона у нас значение автоматически перемещается на максимум, за исключением последнего диапазона. Здесь у нас значение перемещается на максимум, деленный на 2, то есть на 4 МГц. Ну, я так решил. Зачем я сразу устанавливаю диапазон на максимум? Ну, чтобы использовать можно было вот эти радиокнопки для быстрой установки частоты. Получается, что кроме того, что у нас вот эти радиокнопки
могут изменять диапазон перестройки частоты, они также являются своеобразными пресетами, 6 пресетами для быстрой перестройки частоты нашего генератора. Если мы выбираем первый, то у нас частота становится 100 Гц. Это популярная частота, которая где-то используется, а не 1 Гц, если бы у нас все было на минимуме. При выборе второго диапазона у нас частота становится 1000 Гц, то есть 1 кГц. Получается, что у нас без всяких перемещений движка, без ввода частоты, у нас как бы 6 фиксированных частот, которые выбираются одним кликом мыши. Если нам нужна какая-то другая частота, можем покрутить вот этот движок и настроить, либо здесь ввести какую-то особенную частоту с точностью 1 Гц. Например, здесь можно ввести частоту 4 миллиона 1 Гц. Вот такую частоту. То есть вот эти два компонента у нас будут служить для точной установки любой желаемой частоты. А вот эти компоненты вместе с трек-баром для быстрой установки частоты. Если пользователь включает второй диапазон, то есть вторую радиокнопку, у нас срабатывает вот это условие, соответственно выполняются вот эти действия, устанавливаются вот такие параметры, как вы видите. И то же самое сделано для всех остальных радиокнопок. Естественно, вы можете скачать этот проект по ссылке в описании, скачать его с моего сайта и сами посмотреть, как все это работает. Потом в конце этого ролика я вам покажу, какая разница, монументальная просто разница в размере файла у программы на Delphi и у программы на C#. Вам сразу захочется использовать именно C#. В конце этой функции обработчика клика на радиокнопках мы вычисляем реальную частоту, мы умножаем значение value вот этого трек-бара на переменную fstep. Зачем это сделано? Дело в том, что я точно переношу программу так, как она была написана в Delphi. И я ввел эту переменную, чтобы сильно не увеличивать значение максимум и, соответственно, value вот этого моего компонента крутилки, вот этой ручки. В C# я это оставил тоже, чтобы чрезмерно не увеличивать количество тиков вот этого компонента track-bar. Максимум, что мы ему задаем, это 1000. А у нас значение здесь до 8 миллионов. Чтобы получить реальное значение, мы просто вот здесь доумножаем значение value трек-бара на вот это число fstep. Например, на диапазоне, который у нас до 8 миллионов, до 8 МГц, вы видите, что минимальное значение для трек-бара это единица, а максимальное всего лишь 80. И вот здесь при умножении value на fstep у нас как раз и получается нужное значение, вот эти миллионы. Все равно на диапазоне в несколько миллионов мы не сможем, перемещая этот движок, с большой точностью установить частоту. После того, как здесь мы вычисляем реальное значение частоты, мы вызываем send-data для того, чтобы отправить это значение в наш последовательный порт. Нужно также иметь в виду, что у трек-бара вот это значение value это число с плавающей точкой, в отличие от Delphi, где это число типа integer, то есть целое число. Здесь это число с плавающей точкой, поэтому вот этой процедурой мы конвертируем число с плавающей точкой в целое число int32. И потом уже через нашу функцию send-data мы отправляем это в последовательный порт. Еще одно небольшое, но важное дополнение я ввел в функцию send-data. Вот она, наша функция send-data. В принципе, она осталась такой же, как была у нас в прошлом видео, но здесь в этой строке программы, которая непосредственно отправляет строковое значение в последовательный порт, я добавил вот такие вот символы. Это перевод строки, возврат каретки, чтобы у нас каждое следующее число, значение частоты, которое мы передаем в наш генератор, начиналось бы с новой строки, то есть строка бы заканчивалась. Мы должны передать законченную строку. Вот эти символы как раз и означают окончание строки. Если их не передать, то наш генератор на Arduino будет работать неправильно, то есть установка частоты будет неверной. Вот так она работала. Видите, значения передаются без каких-либо пробелов, без переводов строки. Числа передаются одно за другим. Видите, теперь у нас каждый блок данных, каждое число начинается с новой строки.
Мы кликаем на радиокнопки, и у нас предустановка частоты. На первую радиокнопку фиксированная частота 100 Гц. Движок трек-бара автоматически перемещается на максимум. Когда я кликаю на вторую радиокнопку 1000 Гц. На третью у нас 10 тысяч, 100 тысяч, 1 МГц, миллион и 4 МГц. А движком можно уже, например, установить 8 МГц максимум. Обратите внимание, что установка частоты получается только тогда, когда я отпускаю кнопку мыши. Вот я нажимаю кнопку мыши, двигаю наш движок. Здесь меняется частота, но ничего не передается в последовательный порт. Это я сделал специально, чтобы не перегружать последовательный порт огромным количеством вот этих посылок, сигналов. Они нам, собственно, не нужны. Нам не нужно. Каждый тик вот этот, когда мы двигаем движок, трек-бар создает огромное количество вот этих вот тиков. Видите, вот каждая черточка маленькая, это тик, и каждый раз изменяется значение. Нам это абсолютно не нужно. Это бессмысленно было бы перегружать наш не очень быстрый последовательный порт. Поэтому мы делаем так, что значение передается в плату Arduino после того, как я отпускаю левую кнопку мыши на трек-баре. Вот, например, выставляю нужную частоту 8,2 кГц, отпускаю мышку, и у нас значение отправлено в COM-порт. Если мы вот здесь какую-то частоту введем с клавиатуры, например, 568 Гц, и нажмем ОК, то значение передается по нажатию на кнопку ОК. Естественно, чтобы трек-бар у нас реагировал на отпускание мышки, нам нужно создать соответствующее событие. Для этого, как обычно, выделяем трек-бар и здесь в событиях ищем такое событие, которое называется Mouse Up, то есть отпускание кнопки мышки. Имеется в виду, что именно левой кнопки мыши. Здесь по отпусканию мышки мы как раз и отправляем данные в COM-порт, то есть то же самое, что мы делали вот здесь в обработчике события нажатия на радиокнопки. И последнее, что нужно было сделать, это написать процедуру, которая бы вычисляла вот здесь значение частоты в килогерцах, мегагерцах вместо герц, и подставляла бы здесь вот слово мегагерц, либо килогерц, либо герц. Это просто я сделал для удобства пользования, да, вот. Если у нас частота меньше 1000 Гц, здесь показаны герцы. Если у нас частота становится больше или равна 1000 Гц, то у нас показывается в килогерцах все. И если частота превышает 1 000 000 Гц, то у нас значение показывается в мегагерцах. Это просто для удобства, для красоты. Ссылка на проект будет в описании. Можете скачать, поэкспериментировать. Ссылка на программу Sharp Develop тоже будет в описании. Там всего 13 мегабайт установщик, так что кто хотел бы попробовать писать что-то на C#, вот можете, так сказать, малыми телодвижениями, без больших затрат времени и гигабайт скачать вот этот маленький Sharp Develop, попробовать пописать программу, попробовать запустить мою программу. И если вам, как говорится, зайдет, то потом можете уже установить Visual Studio и там серьезно заниматься C#. А сейчас я подключу к компьютеру плату Arduino с зашитым скетчем нашего генератора. Про этот генератор был отдельный ролик на канале. По ссылке в описании вы можете его посмотреть. И сейчас попробуем поуправлять нашим реальным устройством от нашей программы, созданной в C#. Я подключил плату Arduino к USB-порту компьютера. На 9-ю ножку Arduino Nano, то есть на выход нашего генератора, я подключил осциллограф. И здесь на компьютере я запустил обе программы. Вот эта программа написана на Delphi, это изначальная версия, про которую я рассказывал в самом первом видео про генератор. А это приложение, которое мы написали на C# в среде Sharp Develop. Эти две программы могут спокойно себе запускаться одновременно, однако, естественно, они не могут одновременно подключиться к одному и тому же последовательному порту. Выберем COM-порт. После того, как я подключил плату Arduino к компьютеру, у меня появился порт COM5. Это тот виртуальный порт, на котором оказалась наша платка Arduino. Выбираем его, нажимаем Connect. На выходе генератора ничего нет, так и должно быть. Нажимаем кнопочку ОК.
на осциллографе у нас что-то появилось. Это должна быть частота 100 Гц. Давайте подстроим развертку. Частотомер осциллографа как раз показывает у нас 100 Гц. Нажмем на вторую радиокнопку, у нас должна появиться частота 1000 Гц. Это частота 1000 Гц. Придется подстроить опять разверточку. Это 10 кГц и так далее. Мы можем менять вот таким вот образом частоту плавно с помощью трек-бара, его движка. Эта частота у нас 4 МГц. Это уже близко к граничной частоте пропускания этого осциллографа. Она у него 10 МГц. Вот эта частота 4 МГц. И минимальная частота у нас 1 Гц. Вот таким вот образом. Вот это 1 Гц. Чтобы подключить вот эту программу, как к той же самой плате, надо нажать здесь Disconnect. Опять же выбираем COM5. Нажимаем Connect. И все то же самое. Абсолютно одинаково работают обе программы. Видим, что программы у нас выглядят по-разному, но функционал у них абсолютно одинаковый. Я вам обещал показать размер файлов. Вот это у нас исполняемый файл программы, которая написана на Delphi, а вот это у нас файл программы, которая написана на C#. И мы видим, что программа, которая написана на C#, она занимает у нас всего 13 килобайт. В то время как программа, написанная на Delphi, у нас занимает 2,6 мегабайта. По современным меркам, с современными терабайтными дисками, что то, что это очень мало, но согласитесь, разница все равно внушительная. Разница практически в 200 раз. Конечно, если писать какое-то огромное приложение на C# и на Delphi, то чем больше приложения, чем больше в нем будет кода, тем эта разница будет нивелироваться, она будет меньше. Дело в том, что Delphi сохраняет в исполняемом файле все библиотеки, которые нужны для работы этой программы. Там содержится не только наш код, который мы с вами писали ручками, но и все дополнительные библиотеки, которые создают окно самой программы. То есть все, что остается под капотом в Delphi, Delphi сохраняет вот сюда в наш исполняемый файл, чтобы он был независимый. На любом компьютере с Windows этот файл прекрасно откроется и будет работать, потому что все, что нужно для работы этой программы, Delphi сохранил у нас в исполняемый файл. И это заняло 2,5 мегабайта. Для того, чтобы программа на C# могла запуститься и работать, на нашем компьютере должен быть установлен Microsoft Net Framework. Если у вас .NET не установлен, то эта программа работать не будет. Но дело в том, что на любой современной винде всегда установлен по умолчанию Net Framework. Поэтому точно так же, как и программа на Delphi, наша программа на C# теоретически будет работать абсолютно на любом компьютере под управлением Windows. На этом пока что все про этот генератор. У меня в планах еще сделать управление этим генератором от мобильника. Интересная тема. Возможно, я еще вернусь к этому плейлисту, к этому генератору. Мы с вами попробуем управлять им через Bluetooth с мобильного телефона. Ставьте ваши лайки, оставляйте ваши комментарии. Все файлы и все ссылки вы найдете в описании к этому видео. До свидания, всех благ.